Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. И сегодня мы с вами сделаем расклад на нашумевшую уже тему. В YouTube все ее обсуждают. Это землетрясение в Турции. Как такое могло случиться? Это действительно сделал человек? Или это все-таки природное явление и природный катаклизм? Сегодня со мной колода Deviant Moon Патрика Валенса. И давайте спросим у карт, дадим им первый вопрос. Землетрясение в Турции – это все-таки природный катаклизм или это дело рук человека? Землетрясение в Турции. Это природный катаклизм или это дело рук человека? Кто-то, кто ведет разгульный образ жизни, много себе позволяет, и по каждому его желанию так называемый джин появляется, да, как у нас на карте, и все для него делает. Рабы системы делают все для того, кто много себе может позволить, соответственно, это сделал. Это сделал какой-то король какой-то определенной страны, это абсолютно человеческий фактор, это сделал человек. Тот, кто очень много себе позволяет, и по его зову потертой лампы тут же вылазит джин и сразу же бежит ему на выручку, бежит делать какие-то его нехорошие дела. Это точно не природное явление, абсолютно точно, и это дело рук человека. Почему этот человек, если я имею в виду дело рук человека, отвлекусь немного, это не дело рук одного человека, да? Под человеком я имею в виду, конечно, большой коллектив, так называемый, этих людей какой-то определенной страны. Мы сейчас посмотрим, почему эти люди сотворили это с Турцией. Почему эти люди наделали так много зла сейчас в Турции? Буквально как карточные домики, их дома падали, рушились. И под... Ух, ничего себе, у меня карта сегодня как... И под завалами гибли люди. Почему эти люди совершили эти так называемые теракты, это так называемое землетрясение в Турции? Почему эти люди сделали это с Турцией, с этими людьми? И даже карты вышла. Тут все дело во власти и в каком-то оружии. Какое-то оружие куда-то перенаправлялось, но оно было запрещено. То есть запрещено было перенаправлять это оружие куда-то. Это оружие и какие-то деньги. Это не было одобрено священным сенатом, как говорится, да, государством другой страны. Турция переправляла кому-то оружие, но это не было одобрено той страной, которая сделала это с Турцией. Какое-то оружие, какие-то деньги, небольшие, какие-то мелкие деньги и какое-то хорошее оружие поставлялось в другую страну от Турции. Хотя с Турции взяли слово, что этого не будет. Какова вероятность, что подобное снова повторится и повторится уже в других странах, не только в Турции, может быть, где-то поближе к нам или даже, возможно, это коснется нас? Какова вероятность, что это снова повторится в других странах? Очень большая вероятность. Императрица, карта всевластия, карта
пятерка жезлов и карта семерка кубков. Это то, что это обозначает. Это человек, который наделен большой властью, императрица в данном случае какая-то страна, которая имеет очень логическое мышление, очень хитрая, очень умная страна по шахматной доске на императрице, сама творит эту историю и хочет, чтобы войны развязывались и дальше войны, какие-то трагедии. Вероятность очень высокая того, что это повторится в других странах. В других странах, не только в Турции. Давайте посмотрим на картах. Мне еще интересно было на видео, я видела, что за вспышки в небе были прямо перед началом землетрясения. Что за вспышки в небе были прямо перед началом землетрясения? Опять-таки неприродное явление. Это была не молния какая-то, да, не какое-то, не что-то природное. Однозначно это уже готовилась другая страна с кем-то в союзе о том, что вот она колесница, вот оно сейчас придет, вот оно сейчас наступит. Это землетрясение, это подготовка к землетрясению в союзе с какой-то другой страной. Эта страна, которая развязала это землетрясение в Турции, она в союзе с какой-то страной, и дабы начнется бой, да, начнется землетрясение, это как предвестие, эти вспышки, это было как предвестие этого землетрясения, как начало. Будут ли подобные катаклизмы в природе именно в этом году? Нет. В этом году нет, это точно нет. Было много споров на этот счет. И в конце концов малой кровью обойдемся, решили, да? Все деньги собраны, все то, что нужно, было сделано. И звезда — это карта далекая, не близкая, но карта не абсолютного нет, да? Не слова нет. Эта карта обозначает да, но в отдаленном будущем. Когда? Когда возможны подобные катаклизмы в других странах? То, что сотворил естественный человек. Мы сейчас не говорим про какие-то природные явления. Когда возможны катаклизмы будущее в других странах? Вообще мечи — это достаточно быстрая карта, но не в этом году. Это все-таки, я думаю, что следующий год. Меч — это карта очень быстрая. Этот год, конец года, следующий год, начало следующего. Прямо самое начало. Возможно, декабрь, начало января. Так, и еще один вопрос я тут себе записала. Какова вероятность, что подобное настигнет Россию или Украину? У нас сейчас, да, Россия с Украиной на повестке дня каждый день. Все думают, когда закончится война. И мы не можем не затронуть эту тему. Какова вероятность, что подобное коснется России и Украины? Подобные катаклизмы. Здесь скорее будет идти речь именно о войне России с Украиной. Катаклизмов как таковых не будет. Сейчас еще посмотрим. Нет, здесь тяжелая борьба, разбитые сердца
людей на Украине. Солнце, в конце концов, победа, да, 2 года. Победа, чьи-то страхи, чьи... Ох. Я вижу, да, вижу, кто победит в этой войне. Опять не могла не затронуть эту войну России с Украиной. Вижу, и вы понимаете, о чем я. Вы знаете, кто из этой войны выйдет победителем. Тот, с кем мир, тот, кто пойдет дальше в большую жизнь. Кому-то будут отданы пентакли, кому-то будут отданы деньги, начнется мерение силами, какие-то страхи, и в конце концов будет просвет солнца через 2 года. Здесь говорится именно о войне России с Украиной, не будет никаких природных катаклизмов, здесь говорится именно о победе людей, чьи сердца были разбиты. Такой небольшой расклад я сделала для вас. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, возможно. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы всегда видеть, какие новые видео выходят на моем канале. Расклады, я делаю также обзоры карт. Пожалуйста, присоединяйтесь. Всего вам доброго и до новых встреч!